М. Всем привет! В этом видео небольшой обзор моих акварельных работ. Посмотрим мою папку, что в ней есть за последнее время из таких небольших работ. Здесь не только акварель, здесь также смешанные техники. Просто хочу немножко сама в ней разобраться и заодно вам тоже показать. Я часто делаю такие абстрактные тесты, небольшие работы. Это мой рисунок уже достаточно давний, который я делала пером и тушью. Это абстрактная акварель, которую я делала уже тоже где-то, наверное, год назад. Это была серия такого челленджа, который я сама себе дала на 30 дней. Каждый день делать по акварели. Это можно тоже посмотреть в моем инстаграме. Кстати, заходите в мой инстаграм, подписывайтесь. Подписывайтесь также на мой канал здесь. Вот эти работы, они в основном сделаны акварелью, также с добавлением чернил или немного акрила. Для чего я делаю эти абстракции? Для меня это что-то вроде такого тренинга. Я не сильно думаю, что это будет. Просто исследую цвет, исследую какие-то фактуры, материалы. То есть это не должно быть чем-то сложным. Это, скажем так, такой творческий процесс. И это я тоже делала акварельную такую текстуру. Тогда я пробовала Эколайн. Немножко сейчас отошла от Эколайна, потому что он все-таки выгорает. Хотя мне нравится свойства, как это выглядит, как он растекается. Все эти работы также доступны для покупки, если вам что-то понравилось, и сейчас, вы как-то, может быть, в подарок кому-то хотите что-то подарить такое рукотворное, вы можете мне написать, и все детали я вам напишу. Я сейчас уже редко делаю какие-то фигуративные работы, но вот у меня когда-то была серия «Миф Африки», и мне сейчас захотелось тоже сделать небольшое такое изображение женского лица. Это мой принт с одной акварели. Эти, кстати, принты у меня тоже доступны в магазине на Etsy. Можете тоже зайти посмотреть. Все ссылки есть в описании. Зимой я всегда люблю яркие цвета, особенно вот сейчас в ноябре. Это небольшой такой арктический сюжет. Такой абстрактный тоже эскиз. Я часто иногда делаю коллажи, и для этого вот одно время я собирала смешные всякие вырезки заголовков из желтой прессы. Может быть очень забавно, можете поэкспериментировать. Тоже небольшие такие абстрактные акварельные зарисовки. Эта фотография уже сделана достаточно давно. Опять же, абстрактные всякие эксперименты с тушью, с чернилами, с цветом. Я также очень люблю всегда кальку, рисовать на кальке. Мне нравится эта прозрачность и то, что здесь можно рисовать и маркерами, и ручкой, и акварелью. Очень интересный материал. Кое-какие из этих работ, конечно, я уже показывала в предыдущих видео. Ну вот сейчас хочу еще раз освежить. Это мне очень нравится эта работа, это такая графика. Здесь я смешивала различные ручки, тушь, акварель, то есть много разных материалов.
Это тоже рисунок на кальке. Есть также уже работы, которые я уже показывала в каких-то видео. Хотела остановиться вот на этом коллаже. Я часто сейчас делаю такие работы, когда я выхожу с такими вот абстракциями в город и делаю такого что-то вроде коллажа с архитектурой, фотографирую свои рисунки на фоне архитектуры. Вы можете тоже посмотреть это в моем инстаграме. Здесь тоже эксперименты с акварельными чернильными карандашами. Это я делала летом, небольшие тоже такие остатки старых работ превращаются в коллаж, такой тонкий рисунок. Мне нравится хрупкость этих вещей. Тоже уже довольно старый такой скетч акварельный. Это еще один коллаж-рисунок. Ну что, наверное, на этом все. Возможно, вас это тоже вдохновит на какие-то абстрактные поиски. Не бойтесь что-то такое пробовать. Не бойтесь делать что-то, еще не совсем зная, что это будет. То есть просто начинайте что-то рисовать, и это может быть, да, абсолютно бессюжетным и абстрактным таким рисунком. А это изображение кошки моей. Все, на этом я прощаюсь. Если какие-то работы вам понравились, пишите. Буду рада обратной связи. На этом все. Всем пока.